Ты уже начал или нет еще? Да. Ну что, дорогие друзья, эту машину я купил 2 года назад, и все как-то вот у меня были мысли что-то про нее рассказать, записать. Ну, такой специфичный, конечно, это продукт, все эти электромашины. И, ну, давайте начнем с того, что я вообще ее купил новую, там, порядка 12 миллионов рублей в Нижнем Новгороде, она уже сломанная была, не работал кондиционер. Представляете, вот, ну, так скажем, это для меня первая такая была серьезная покупка в плане автомобиля, и думаю, ну, как это может быть, а? Столько шел к какому-то спорткару, еще и быстренький, и все, и сломанный. Ну, короче, я его купил в середине июля 2021 года, а ездить только начал через месяц, когда у меня пришел кондиционер. Но об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. Сегодня я вам покажу и расскажу вообще в целом, как мне эта машина понравилась, не понравилась. Почему говорю понравилась, не понравилась? Потому что я ее принял решение продать, а вот на что я решил поменять, это я вам покажу в следующем уже сюжете. Но небольшая, так скажем, пасхалка, что этот Taycan, аналогов вообще нет. Никакие китайские Zeekr 001, никакие эти Lotus Electro, которые новые вышли, которые там хайпуют, еще чего-то. У него нет просто аналогов. Значит, здесь мы поставили и создали, вот, кстати, вот когда я говорю создали, почему-то вот наша же компания больше 10 лет, и никто до сих пор не могут как-то вот в голове уложить, да, что-то в России могут создать сами, и это будет еще по миру продаваться и так далее. В общем, для тех новеньких, кто меня не знает и не знает нашу компанию Renge Design, вот рассказываю, что все это, что вы видите, все это мы не просто как многие могут подумать, что кто-то что-то скопировал, где-то в Китае купил, еще что-то. Все это создается сначала с идеи, потом эту идею я отшлифовываю, и потом вот в жизнь реализовываем вещи. Итак, значит, новый капот, накладки на передние фары. Тут шли такие тоненькие, узенькие пластиковые. Ну, я подумал, что нужно добавить агрессивности и создать эту вещь. Потом сделали губу. Губа, на самом деле, у нас есть в 3 вариантах. Просто именно на данном автомобиле это первый вариант. Ну, как-то вот он я поставил и подумал, зачем ее лишний раз разбирать? Вот про разбирать я вам тоже скажу. Когда мы делали проклейку этой машины, просто скинули обшивки и поставили обратно. Там такая гирлянда ошибок вылетела, просто что-то вообще невероятное. Чуть ли не ездить нельзя из-за того, что мы обшивки снимали. Ну да ладно. Значит, здесь капот, накладки и губа. Зеркала вот я сделал буквально 2 месяца назад. Ездил 2 года и думал, что вот ей не хватает. Ну и на самом деле вот ей не хватает как раз-таки вот карбона было. Когда вот едешь за рулем и постоянно смотришь в этот карбон, ну, особенно на солнышке, когда он переливается, шикарно. Сделали новые пороги, конечно, сделали заднюю часть, вы ее еще пока не видели, она просто тоже великолепна. Значит, и сделали спойлер. Были мысли у меня еще какие-то накладки здесь сделать, вставки сделать, ну, как-то я даже не знаю, сдержанно. Вот даже вот вы в том ракурсе, если будете сейчас прямо смотреть, вот просто на морду, и будет складываться ощущение, что, значит, как снегоуборочная машина. Но вот вживую, Андрей, ты же со мной согласен, что вживую не как снегоуборочная? Андрей — это наш оператор. Видели бы, какая у него сейчас камера, кого-то мы кино снимаем. Вот. Ну, конечно, колеса мы сделали, причем колеса сделал я 21 диаметра с
спереди я их специально не делал четко по арке, чтобы не закидывало бочину. Ну, красота красотой, а практичность практичностью. Ну, можно было, конечно, вылет чуть сделать побольше, вот. А сзади я сделал как раз это все четко по аркам и выглядит очень, конечно, жирно. Поэтому, если нужны будут параметры, как правильно сделать эти диски, то welcome. Когда я проектировал этот диффузор, у меня еще была очень такая коварная мысль, надеюсь, кому не надо, это не слышит. В общем, я сделал более утопленный задний номер в диффузор, и под некоторыми ракурсами камер со столба, если они стреляют в заднюю часть автомобиля, не получается под острым углом номер полностью сфоткать. Ну, короче, в Москву отправлял 2 раза машину и чуть-чуть там неправильно ехал и думал, ну все, сейчас меня пожарят. Ничего не прислали. Следом за мной ехала машина, которая помогала мне там с операторами. Их там отымели по полной программе в плане денег. Вот. И в тот момент только я понял, что я создал. Хотя я просто создавал, ну так скажем, для красоты. Сотрудники дорожной службы ни разу меня за этот вопрос не ругали. Да меня, честно, мне кажется, и не останавливали ни разу на ней. Нет, 1 раз остановили, когда я был без номеров, да. Что тут интересного вам сказать? Ну, на самом деле, много обзоров блогерам, кому давали эту машину. Я, честно сказать, не видел ни одного обзора, может, я и не искал. Именно реальный владелец, чтобы рассказал, что да как. Вот пробег 22 270 километров. Проехал я все их. Ну, и жена еще раз моя, которая иногда меня с мероприятий забирала. Но это не считается. Это в общей сложности 100 километров. Вот. Какие у меня эмоции вот, получились за 2 почти года владения, то есть даже не 2, наверное, 1,5, в июле только будет, а сейчас у нас апрель месяц. Да все охеренно. Она мягкая, она комфортная, она расхода хватает, вот средний расход у меня пишет 26,3 киловатт. Батареи здесь больше 90 киловатт, то есть в принципе хватает на 300 километров по городу. Есть некоторые вещи, которые здесь немного не устраивают. Да даже какие-то вещи. Это вообще машина. Ну, для многих кто-то считает, что эту машину надо использовать как 2-ю, 3-ю. Ну, не знаю, у меня она основная. То есть у меня у жены Land Cruiser 300, я ее купил. Ну, про это вы тоже не знаете, там старые подписчики. Там многое на самом деле изменилось, и я изменился, и ребенок у меня еще родился. Получается, у меня, можно сказать, 4 детей. Вот такой вот я отец-герой. И когда мы ездим на какие-то движухи, все не влезают в эту машину. То есть 3 детей сзади, жена спереди, а один все время куда-то к друзьям садится. Я данный автомобиль сейчас продаю человеку, у которого есть Lamborghini Huracan. Он купил ее и электричку решил себе взять, повеселиться. Но ему очень понравилось, на самом деле он мне так и сказал, что слушай, вот без обвеса я бы ее не купил. Вот мне прям зашло очень видео, посмотрел и фото.
там много у нас хорошего контента по данному автомобилю. И вот продал машину из-за обвеса. Вот иногда люди говорят просто вот: ой, поставишь, куда это все девать, это все не ценится. На любой товар есть покупатель. Вопрос, как ты это все преподносишь и ставишь. Вот поэтому я все свои автомобили и всех наших клиентов, кто нам на комиссию их сдавал, всегда все удачно продаем, все счастливы, довольны, покупают новые машины и опять к нам приезжают. Вот, поэтому все это хорошо. При условии того, что у нас есть все сертификаты соответствия, чтобы в ГАИ потом не надо было никого там финансово благодарить, чтобы там на что-то закрывали глаза. У нас не надо ни на что закрывать глаза. Все это сертифицировали, там, этих обвесов на испытания. Я уже даже не помню, сколько десятков штук отправляли. Вот я с чего начал, что купил Huracan себе и Taycan, а я говорю ему, ну, сами понимаете, да, ну, Lamborghini Huracan, там оранжевая, низкая такая, ну, сразу притянет в глаза. Уверяю, Taycan не менее привлекательный, когда ты едешь в потоке. Тем более он еще и синий, цвет, а на солнце карбон горит там просто невероятно. Причем мы сделали, кто разбирается в карбоне, например, на M-Performance делает из 200-й ткани свой карбон. Мы сделали из 600-й. Но обычно такую ткань кладут на второй, третий слой, чтобы набрать массу, толщину изделия. Ну, некоторые не любят почему-то вот ярко выраженную большую клетку. Мне, наоборот, это очень нравится. Я считаю, что делать мелкую в упор только можно понять, что это карбон. А вот из 600-го прям must have. Вот знаешь, Андрей, вот когда смотришь и думаешь, да, ведь ее заберут через 3, 5, 7 дней. Ну, это же частичка вот себя. Я как-то вот всегда до этого легко относился к каким-то вот сменам. Одну продал, другую взял. Все-таки это как-то бизнес мой, да, я уже к этому привык. Но вот к этой машине вот такая вот любовь, не знаю. Ну, ты представляешь, какое разочарование у меня было? Ты покупаешь новую машину, сломанную. Причем у них кондиционер, еще и работает в связке охлаждения батареи. Ну, это, ну, нельзя, короче, ездить. У этой машины ломаются, в принципе, две вещи. Это кондиционер, какая-нибудь трубка там треснула, фреон вытек, значит, иногда разряжаются аккумуляторы, причем эти аккумуляторы, ну, обычно не сама батарея, а аккумулятор тут еще есть. Ну, как на обычных машинах, если он выходит из строя, там выходит из строя реле, ну, наши умельцы в России научились это все ремонтировать, и не нужно покупать там ни за какие сотни тысяч новый аккумулятор. Кому интересно, можете мне написать, например, в Инстаграм, ссылочку внизу мы оставим, какая-то нужна будет консультация, да, то есть у этого автомобиля есть чат, где все владельцы России, СНГ, даже немножко из-за границы, все делятся опытом, как обслуживание, не обслуживание, все. В общем, тут ломается кондиционер, а-ля печка, ломаются вентиляторы, которые стоят за подкрылками, их два вентилятора. Вот. Причем, знаете, сделан так, он, можно сказать, просто в свободном полете находится этот вентилятор, и после зимы он всегда вот прям вот под таким слоем грязи, ну просто он даже не вращается, настолько его клинит от грязи, ну нужно его системно промывать. То есть есть определенные особенности, как с этими всеми вещами себя вести. Вот. Но в целом это всего-навсего две вещи, которые могут тут сломаться. Ну и как мы тут с ребятами в чате решили, что джентльменский набор должен включать два вентилятора с собой. В Казахстане можно купить за 60-70 тысяч рублей. Наши перепродажники, которые в России, ну, делают ценник X2 за 160,
за 150, я вот себе за 110 покупал резервный, чтобы он у меня был. Причем, знаете, они иногда живут своей жизнью. Да вообще эта машина живет порой своей жизнью. Какая-нибудь ошибка вылетела. Что за ошибка? Потерял тебя ГЛОНАСС. Выключил ее, включил. Все, он тебя нашел. Ну, то есть как компьютер. То есть тут даже ломаться-то, в принципе, нечему. Вот только операционная система. Тут так же, как комп, как телефон, можно до нуля сбросить, до заводских настроек, и все нормально. Как мы сделали? Я делал здесь шумоизоляцию, и, значит, ну, обшивки, разумеется, скидываются. Накидываем обшивки. У меня не работает подушка. Проверьте пневмоподвеску. Просто я даже не мог представить, что столько ошибок будет. Сейчас расскажу самое интересное. Значит, ну все, мы там ошибки эти скинули, они без проблем все удаляются, и как бы проблем никаких нет. Потом скинули бампера. Ну, когда устанавливали карбоновый диффузор, который вы уже видели, губа переднего бампера, ни одной ошибки. Просто ни одной. Я думал, у меня опять сейчас будет какая-то сирена, и все. Вообще ничего. Вот. Что у меня ломалось, значит, за 22 200 километров? Только кондиционер, который был в самом начале уже сломанный. Вот мне эту трубку поменяли, все, езжу, кайфую, все хорошо. Просто вообще вопросов никаких нет. Вот. Поэтому в плане комфорта на каждый день, я считаю, автомобиль можно использовать как один основной, и не обязательно, чтобы он был второй, третий. Но важное уточнение. Я живу в доме и раз в 3-4 дня ее заряжаю. Когда я отправлял автомобиль в Москву, было примерно у меня там сутки. В общем, я за день скатал всю батарею. Я потом поехал заряжаться. Причем заряжался я, значит, на бесплатной у европейского заправки, ну, что-то около часа или полтора часа я сидел, заряжался. Погулял там. Ну, вот, как, если ты живешь в квартире, и у тебя на крытом паркинге нету какой-то возможности заряжать, ставить на ночь. И вот это все эти вот движения, ездить, заряжать, это образ жизни нужно менять кардинально. Как с собакой гулять. Ну, это же целая история, покормить ее, попоить там. Когда проектировал эту губу, очень важные требования. Она и так, в принципе, низкая машина, хоть и пневма есть, и она поднимается, но вот со стороны может казаться, что она реально низкая. Но у нас клюв, давайте его так назовем, клюв, губа, как угодно называйте, идет вверх. Соответственно, я в такие места заезжал и зимой, и летом, что просто многие думали, что я что-нибудь оторву. Ничего, фу, даже не ширкнул нигде. Хотя это уже проехал я сколько? Больше 10 тысяч по всяким разным погодным условиям. Вот. Поэтому губа, она очень практичная, не низкая. Ребят, на самом деле, вот делать вот подобный контент, это занимает довольно-таки много времени. И когда видишь вот статистику, что 100 просмотров, 200, 300, ну вот немного вот это и падает, запал. Вот. И хотелось бы, чтобы вот если заходит видео или какие-то советы в комментариях дать, я абсолютно адекватно отношусь к критике, возможно, там что-то делаю не так, что-то побольше надо рассказать. Вы давайте мне реальные советы, то есть это не какой-то там лютый хейт должен быть, а такие дельные советы, как можно увеличить картинку, контент. Вот. И я буду вам очень благодарен. Вот, поэтому спасибо большое, что посмотрели этот довольно-таки длинный получился у нас сюжет. Следующий сюжет у нас будет про 300-й крузак, который мы создали. Там проект просто, я вам уже говорил, просто вообще вы охренеете. В прямом смысле этого слова. Там колоссальная работа. Его создавал 13 месяцев я. 13.
Ну, с учетом того, что сейчас расширение еще делается, давайте, почти 14 месяцев я его создавал, вот, и есть что действительно показать, поэтому обязательно ставьте колокольчик, и мы увидимся через несколько недель, я думаю, и все вам покажем.